Ну что, вот и завершился наш проект по постройке полковой пушки образца 1927 года. Сам не верю, что это случилось. Сходство такое, что вот прям кажется, что она настоящая, как будто мы ее только что со склада с какого-то выкатили, и как будто это даже не мы сделали, а как будто она вот такая всегда и была. Мы ее покрасили, вот она теперь уже как должна быть, по идее, какой она должна быть с завода. Максимальная детализация была соблюдена при изготовлении. Очень много мелких деталей, как я уже говорил, например, даже вот это вот откатное устройство, или люлька она называется, по которому ствол отъезжает в момент выстрела. Вот эта вот часть тоже очень много деталей. Она сама довольно сложной формы. На нее и клепки, и вот эти шестигранные углубления, и вот эти вот как бы вот рельсы, вот эти вот, по которым она должна была отъезжать в момент выстрела. Ну и вообще даже вот на лобовом щите очень много деталей. Хотя спереди как раз таки она кажется довольно простой, такой незамысловатый. Но в целом все равно каждую вот эту вот деталь приходилось вручную делать, вытачивать, ну практически как вот, я не знаю, как дантисты, наверное, вытачивали вот каждую детальку вручную. Все вручную делалось, все вручную делалось. Даже листы вот эти вот, вот этот броневой щит, вот этот, он весь вырезался вручную болгаркой или угловой шлифовальной машинкой. Вот. К резке плазмы не прибегали. Ну, в дальнейшем, наверное, так сделаем. Но пока что все вот болгаркой делалось. Так, надо изнутри показать. Ну, в принципе, еще колеса вот тоже у нас. Колеса деревянные, да. Вот даже я сам, когда думал, что деревянные колеса, ну, что в них сложного? Ничего сложного, деревянные колеса, что тут такого? Нет. Они очень сложные, они очень сложные. Во-первых, сделать, во-первых, вот эту идеальную окружность, это тоже проблема, тем более такой толщины. Ну и плюс тут очень много металлических деталей, вот эти вот обоймы спиц. Вот. Их же тоже нужно было изготовить, сварить в размер, все, чтобы много крепежа и так далее. То есть довольно сложная конструкция. Плюс здесь вот это вот черный вот это обод, он тоже металлический. Вот. Плюс они крутятся все как положено, то есть у них ступицы есть. Сложная конструкция. Насколько я понял, делали деревянные колеса для облегчения всей конструкции, а не для того, чтобы они из-за экономии. Потому что пушка с металлическими колесами весила без 5 килограмм тонну. А с деревянными колесами килограмм что-то около 200 меньше она весила. Вот, значит, внутренняя часть. Тоже очень большая площадь полировки. Очень много деталей. Вот этот вот затвор. Вот, он полый. И у него вообще-то такая довольно непростая форма. И вот он работает, он открывается, закрывается. Вот эти петли. Все это довольно непросто было тоже сделать. Тут, в принципе, старались изобразить, то есть, или воспроизвести каждую гайку, каждую заклепку. Вот, например, вот там вот в районе оси тоже очень много деталей, которые максимально приближены к оригиналу. Это вот такой вот импровизированный прицел. Тут вот щиток, через который наводчик уже наводил на цель через этот прицел. Прицел, конечно, это тоже копия, макет. Только внешне повторяет, копирует оригинальный прицел. В принципе, у нас здесь
рабочих механизмов практически нет. Ну вот, в принципе, затвор у нас открывается. Затвор открывается для того, чтобы сюда можно было заложить шумовой какой-то заряд. Я не знаю, это уже на реконструкциях, там пиротехники, они знают, что они туда закладывают, в общем, чтобы выстрел воспроизвести. Ну как выстрел? Имитацию выстрела и воспроизвести. Стрелять она не может, потому что у нее по правилам здесь варены у нас специально каленые шпильки в начале ствола и в конце ствола. Пушка вот это копия, и соответственно оружием она не является, и она, в общем-то, в исторических целях сделана для реконструкции боев Второй мировой войны. Что еще хотел показать? Ну, в этой пушке у нас что? Вот эти механизмы у нас, запоры верхнего щитка не рабочие. У нас щиток открывается и, соответственно, закрывается. Я так понимаю, в транспортном положении их складывали, верхние и нижние щитки. Вот эта вот выемка тоже не просто было ее сделать, она сделана под ствол, под, видим, подъем ствола. Если само орудие поднималось и при опущенном щитке, то оно вот позволяло на максимальный угол поднять орудие с опущенным щитком. Щиток у нас верхний открывается, закрывается, нижний щиток аналогично тоже открывается, закрывается. Под них есть вот у нас такие задвижки или как их, стопора, которые фиксируют их в открытом или закрытом положении. Вот, значит, хоботовая часть хочу показать. Она так называется по учебникам. Я не знаю, почему хоботовая. Ну, вот так она называется. Да, тоже очень много она нам доставила веселья, потому что сделать ее оказалось точно так же непросто. Вот этот какой-то ящик инструментальный, я так понимаю. Вот. И это вот у нас правило. Ну, вот так вот складывается. Ну, соответственно, раскладывается. Здесь фиксатор, который у нас фиксирует это дело. Ну, ладно, не буду его сейчас трогать. Там, видать, прилип на краску. Потом сделаем. Значит, вот это правило. Правилом вся пушка, я насколько понял, поворачивалась в зависимости от угла стрельбы. И, в общем, этим правилом она поворачивалась. Плюс у нас вот еще есть такой вот сошник, вот он внизу. Он все работает. Он у нас складывается, раскладывается. Этот механизм повторить было не так просто, но мы справились. Он с фиксатором. Фиксатор довольно тоже замысловатой формы, но именно такой, как должен быть в оригинале. Вот, Сергей Геннадьевич, покажи вот здесь с этой стороны. Чуть отойди. Вот у нас здесь вот этот стопор. Вот эта ручка, она стопорит. Значит, в двух положениях она работает. Она фиксирует вот этот вот сошник в закрытом и в открытом положении. Вот сейчас она у нас вот закрыта, ну да, зафиксирован сошник в закрытом положении. И, соответственно, можно так, точно так же его сложить. Так. Оп.
фотографировать.